Главное своевременно и правильно делать политические выводы. Вот Николай Васильевич все правильно сказал. Прогрессивная шкала налогообложения. По ком она ударит? По богатым. Им придется платить больше. А на кого режим должен опираться, Николай Васильевич? У Сталина была партия и мощные репрессивные органы. Все. И он проводил нужную политику. Царь, вы правильно говорите? Он пытался расширить социальную базу. Не успели. На кого опираться? Кто наверху сидит? При царе помещики, дворяне, крупные чиновники. Советская власть известна на кого. А сейчас? Ведь поэтому не могут ввести прогрессивную шкалу, обозлят последнюю социальную группу. Народ внизу ропчет, недоволен. Бедные недовольны. Теперь еще, чтобы богатые были недовольны. Поэтому правильно высказывается позиция, но надо понять, как нам расширить базу режима, чтобы он не боялся сопротивления, так сказать, со всех сторон. И мы всегда поддерживали отраслевой принцип управления, но для этого надо национализировать все эти отрасли. Я разговаривал с министром нашим, отвечающим за торговлю, говорю, почему нет Министерства торговли отдельного? Он говорит, а чем управлять? У нас нету государственных торговых сетей. Я даже не понял, что у нас уже нету ни одного государственного магазина. Все магазины частные. Зачем министерство нужно? Кем будет управлять? Поэтому прежде чем министерство, мы должны национализировать торговую сеть. И в этом смысле, конечно, большой изъян. Уповать на рынок. Вот рынок у нас действовал. Это вот страшная авиакатастрофа в Ростове. В чистом виде рыночный механизм. Значит, экипаж формируется иностранный. Дубай не хочет своих лучших летчиков посадить за штурвал самолета и лететь, значит, Дубай, Ростов. И кого они набирают? Со всех стран мира. Колумбия, еще. А кто у нас безработные летчики-то? В основном плохие летчики. Хороших летчиков ни одна авиакомпания не отпустит, как и хороших чиновников, как и хороших депутатов. Любая партия хочет, чтобы в ее фракции были лучшие депутаты. Поэтому собрали худших летчиков со всей планеты, посадили в прекрасные новые самолеты Дубая, Fly Dubai, и вот они совершают эту аварию. Чем опасен интернациональный экипаж? Это летчики низкой квалификации. Раз. Второе. Для них английский язык не родной. И в полете, где секунды решают дело, что-то не понял один и другой член экипажа. Потому что язык чужой. Стоит не так ударение поставить, уже смысл слова другой. Поэтому это тоже опасно. И у экипажа должен быть родной язык. Русский, русские летчики, там, английский и так далее. Если интернациональный экипаж, уже зона риска. Дальше, ночь. Почему Люфтганза не летает ночью? Потому что немцы понимают, что это непорядок. Ведь все врачи знают, что особенно в конце ночи, 3 часа ночи, 4 часа утра организм спит. Миллионы лет все животные организмы спят в этот час. Самый сон, так сказать. Как же можно управлять самолетом и совершать посадку? Поэтому надо обязательно и нам внести поправку в воздушный кодекс, запретить ночные полеты. Я понимаю, есть полеты, которые длятся сутки, там уже ночь так или иначе окажется. Но это редкие полеты, и не надо летать туда, где сутки нужно лететь. Я вам всем советую в жизни выработать стандарт. 2 часа полета, все. Вот, Москва-Симферополь, Москва-Сочи, Москва-Петербург. А уже дальше подумайте, какой ущерб наносите здоровью. И, значит, надо рекомендовать нашим гражданам летать самолетами Аэрофлота, самое безопасное. Требовать, чтобы был экипаж только наш, национальный, никаких иностранцев, чтобы рабочий язык в кабине пилота был русский. И заставить начальников всех аэропортов страны немедленно закрывать аэропорт при любом ухудшении погоды. При любом. Это он должен делать. У нас в 2013 году был внесен закон от фракции ЛДПР,
Сейчас мы ищем следы, а кто отозвал закон. Наши депутаты отказывают, мы не отзывали. Почему кто-то отозвал данный закон? 3 года он не рассматривался и не принят. Где мы возлагали на руководителя аэропорта обязанность закрывать. Вот Смоленск. Вся польская элита погибла. Условия погоды были не очень хорошие. Ну, закройте аэропорт. И пусть летят в соседний аэропорт, Минск или еще какой-то любой. Не сделали этого, теперь с поляками будем 50 лет внутреннюю вражду испытывать. Ведь вся польская элита погибла. Но увидите туман. Ведь в чем еще проблема? Для каждого экипажа новый аэропорт – это стрессовое состояние. Он никогда не летал в Смоленск, этот польский экипаж. И этот дубайский экипаж, может быть, первый раз летел в Ростов. Посмотрите на возраст экипажа. Командир экипажа, киприот, грек, молодой человек. А? Да, гонщик. Вот он гонял на мотоциклы, ему нужна скорость, все. Он не знает, что такое север, туман, ветер, непогода. У него Кипр, всегда солнце, всегда тихо, Средиземное море. Это тоже надо знать. Надо вывешивать биографию экипажей. Я однажды заказал самолет, там мне помогли. Говорю, возраст экипажа, 26 лет, ну, до свидания. После 40 мне дайте экипаж. От 40 до 50. 26 лет, вот что он может, 26 лет. И оба. Одному 26, другому 27. Уж им на мотоциклах гонять надо еще. Но не каждый так будет делать. Люди стесняются спросить возраст. Бывает, женский экипаж делают уже. Женщина хороший летчик, а если у нее какие-то проблемы со здоровьем в этот момент, и что будем делать? Или позвонили, что у нее муж ушел, или там с ребенком что-то случилось. Эмоций же больше у женщин, отрицательно. Тоже надо учитывать. Редко бывает, чтобы женщина была в составе экипажа. Есть. Даже и морские суда, и еще где-то, но все равно это в порядке исключения. Поэтому вот такие меры мы должны принять. А мы с вами не приняли меры. Поэтому часть ответственности и на нас лежит. Значит, закрывать аэропорт при любой погоде. Смотрите, русский экипаж Москва-Ростов, он же прошел мимо. Квалифицированный летчик, понимает, живет в Москве. Он увидел погоду и на Краснодар ушел. Дальше еще подозрительные моменты. Экипаж, самолет, 2 часа кружит над Ростовом. До Краснодара полчаса полета. У него как с арифметикой, у этого командира экипажа? Через полчаса он бы уже сел, туда бы пришли автобусы, подали бы, и люди в 7 утра были бы дома, пили чай и были бы живы. Все. Ну, надо платить дополнительные расходы за обслуживание в Краснодарском аэропорту. Для того, что сказал Николай Васильевич, и я говорю здесь, рынок. В условиях рынка, помните, наш самолет летел из, по-моему, из Турции в Петербург и под Донецком упал. Тоже другие самолеты сели в других аэропортах, переждали непогоду, полетели дальше. Этот нет. Зачем нет? Придется заправляться. Посадка, взлет, лишний керосин. Как они не понимают, что жизнь дороже? Вот он 2 часа кружит. И здесь еще одно подозрение возникает. Пока это гипотеза, может быть, это и не подтвердится. Ему обязательно нужна была посадка в Ростове. И ФСБ должно проверить, а кто встречал самолет, кроме пассажиров. Родственники приехали встречать, это одно. А если приехала наркомафия встречать кокаин из Колумбии, это разные вопросы уже. Потому что Дубай – перекресток распространения героина из Афганистана, кокаина из Колумбии по всему миру. И нельзя исключать, что на этом самолете, видите, мало пассажиров, очень мало. И последнее пожелание, это ФСБ пускай занимается. Уж больно он слишком разлетелся. При таком падении должно было больше остаться крупных частей самолета. В Казани такое же падение, но частей-то больше. Ни одного пассажира нет, только одни ошметки. А где багаж? Багажа нет, почему? Где чемоданы должны валяться? Вещи личные и так далее. Ну, это же все имеет значение. И последнее, наши граждане должны понять, чем дешевле билет, вспоминайте пословицу. Дешево да сердито. Не продавайте свою жизнь. Низкобюджетный самолет, никакого обслуживания. Плохие летчики и ночной полет. Да вам что, жизнь недорога, что ли?
Подороже заплатите за свою жизнь. Летайте хорошими самолетами только днем и рейсами Аэрофлота. А чужие компании избегайте. И ночью никаких полетов. Спать надо всем.